Понятно, зачем пылесосу высокая мощность. Насадка прилипает к ковру, вытягивает песок, пугает кота, чтобы не лез в холодильник. Но зачем такая мощность моющему пылесосу? Он тоже сможет почистить ковер, быстрее соберет грязь, а после влажной уборки полы будут сухими? Попробуем разобраться на примере Redmond VH1312 с ураганной силой всасывания в 16 тысяч паскалей. А еще у него большой дисплей, ионизатор для медитации и современная лапа с узким фиксатором. Впрочем, обо всем по порядку и после заставки Best Robot. Первым делом извлекаем из коробки пылесос с классической расцветкой, белый с черным, док-станцию с поддоном для самоочистки, запасной валик с фиксатором, запасной блок с фильтрами, кисточку для обслуживания, адаптер с евровилкой, он подключается к станции, органайзер для хранения аксессуаров, ёршик в стиле Джеймса Бонда. Нажав на тайную кнопку, из рукояти можно достать лезвие, красивую рукоять пылесоса и сервисную книжку, на которой написано 12 месяцев гарантии. По нынешним меркам комплектация богатая. Есть все, что нужно для работы, и даже запасные аксессуары. А еще у этой модели выдающаяся, как для моющего пылесоса, сила всасывания. Обычно она в 2-3 раза меньше. Конечно, хотелось бы, чтобы и сам Redmond VH1312 стоил чуть дешевле, но тут нужно понять простую вещь. Кроме Best Robot, пылесос вам никто не подарит. В телеграм-канале мы раз в месяц разыгрываем какую-нибудь модель среди подписчиков. Нужно только подписаться и нажать «Участвовать» под постом с розыгрышем. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. А теперь хорошенько рассмотрим Redmond 1312. Конструкция традиционная. Цилиндрический блок с дисплеем в торце, внизу большая лапа, вверху D-образная рукоять и с разных сторон резервуары. Надпись 2 в одном на пылесборнике подразумевает, что контейнер предназначен как для жидкости, так и для сухого мусора. Он остается на сетке под блоком с фильтрами, в то время как жидкость просачивается через сетку и скапливается на дне колбы. Когда объем воды достигает критической отметки, срабатывают электроды, мотор отключается, а пылесос просит опустошить резервуар. За фильтрацию воздуха отвечает капроновая сетка и HEPA-фильтр. Он прорезиненный, можно мыть в раковине. С противоположной стороны размещается бак для чистой воды. Заливное отверстие широкое, можно набирать под краном. Обратите внимание, что на резервуаре имеется пара клемм и симметричная пара в посадочном месте. Они нужны для питания ионизатора. Заливаем в бак, ждем пару минут, а затем моем пол кристально чистой водой. Ну, либо можно слить в чайник и заварить черный чай с бергамотом. Лапа у пылесоса современная и выглядит очень стильно. Большие колеса легко заезжают на ковры и обратно. Валик смещен в сторону, так он лучше промывает у стены. Чтобы снять крыло, зажимаем фиксатор двумя пальцами и тянем вверх. Жидкость поступает в трубку с предварительным фильтром и распределяется через 8 отверстий по длине рабочего инструмента, чтобы он равномерно смачивался и быстрее самоочищался. Он тоже извлекается максимально удобно, без всяких монет, ножниц и прочих подручных средств. Просто повернуть замочек и потянуть валик. Он плотный, с коротким ворсом. По идее, должен хорошо оттирать пятна. Чуть позже проверим эту гипотезу. Гребенки, которая счищала бы с валика волосы, не предусмотрена. Вместо нее простая металлическая планка. Под ней находится скребок из силикона. Он собирает с пола жидкость. Сверху сопло для подачи воды, сбоку ротор. Вот и вся конструкция. Собирается и разбирается очень быстро. На подошве лапы находим опорные ролики. Их нужно будет время от времени чистить от намотавшихся волос. Еще с этого ракурса видны клеммы, которые используются при парковке на док-станцию. Штанга вставляется до щелчка. Звучит надежно, но если решите взять пылесос на дачу, штангу можно отстегнуть, отжав фиксатор сзади. Все 3 кнопки управления можно нажимать ведущей рукой. Посредине кнопка запуска, рядом с ней переключение режимов, отдельно стоящая самоочистка. Нажатие на кнопку сопровождается голосовыми подсказками. Выключение питания. Поместите пылесос на зарядную станцию. Но досаждать болтовней пылесос не будет, потому что сзади есть кнопка, отключающая динамик. Вы можете смело ее нажать, потому что все команды дублируются на большом дисплее. В режиме сухой уборки Redmond не смачивает валик. Можно спокойно пылесосить ковры. Когда включаете режим стерилизации, в бачке поднимаются загадочные облака из фильмов Дени Вильнёва, на которые ты смотришь с лицом Эми Адамс. В режиме эко обороты мотора снижаются, только легкая уборка. В режиме турбо максимальное всасывание подойдет для сильно загрязненных локаций. При возникновении проблем на дисплее появляются дополнительные значки. Например, как сейчас, в баке нет воды и застряла турбощетка.
Еще появляется значок заполнения грязного бака. Док-станция простая и надежная, с клеммами и разъемом для адаптера. Скольжение предотвращают резиновые ножки. Вот как станция выглядит с пылесосом и дополнительными аксессуарами. В целом, мне нравится дизайн и качество сборки. Особой похвалы достойны удобные, интуитивно понятные фиксаторы. Из минусов только несъемная батарея. Даже в больших домах придется планировать уборку, исходя только из ее возможностей. Кстати, насколько хватает заряда? В режиме Max пылесос отключился через 22 минуты. На минималках производитель обещает 24 минуты, но все равно это самый слабый показатель среди всех пылесосов, что бывали в лаборатории. Возможно, низкая автономность компенсируется эффективностью отмывания, но это еще предстоит выяснить. А пока оценим уровень шума. При переключении режимов разницы прибор не заметил, порядка 70 дБ. Большинство пылесосов более шумные, однозначно плюс в копилку Редмонда. С помощью щелевого теста была проверена мощность, и она порадовала. Пылесос полностью зачистил щели от 2 до 8 мм и в отдельных зонах даже 10 мм вытянул. Вертикалки и те не всегда справляются с такой задачей, а Redmond 1312 справился. По силе всасывания это настоящий терминатор в мире моющих пылесосов. С таким мотором у пылесоса есть все шансы справиться с сухой уборкой. Не зря же для нее добавили отдельный режим. На ламинате подопытный ловко собирает мелкий мусор, включая песок, хлопья и шерсть. А вот с крупными соринками, такими как наполнитель, возникают сложности. Насадка прыгает, и у нее слишком низкий клиренс для этого экстрима, а куски мусора никак не хотят лезть в раструб. Ковролин пылесос убирает быстрее, потому что соринки не так разлетаются в стороны. При этом вдоль стен остается больше мусора. При фронтальном подходе валик его не подбирает. Единственный способ – ввести лапу правой стороной вдоль плинтуса. На среднем ковре повышенная мощность всасывания не слишком помогает, потому что валик заглаживает ворс. Сколько проходов не делай, все равно остаются соринки в глубине. В целом, мне понравилось, как Redmond работает с тонким ковром и ламинатом. Для поддержания чистоты его способностей более чем достаточно. Но это в первую очередь моющий пылесос, и нагружать его экстремальными задачами не стоит. Можете посмотреть, в каком состоянии лапа после тестов. Ее нужно тщательно чистить, выгребать соринки из раструба, срезать намотавшиеся волосы. То ли дело влажная уборка. Когда пылесос видит разлитое молоко или кофе, у него сразу появляется аппетит. Любую жидкость собирает с одного прохода. Даже если лужа у самой стены засасывает начисто. Непромытыми остаются буквально пару миллиметров на стыке вертикальной и горизонтальной поверхности. Кот залез в холодильник, опрокинул банку соуса, сбросил на пол яйцо. Но мы не будем кричать и бегать, просто запустим Redmond VH 1312. Кетчуп убирает с одного прохода, даже вместе с майонезом. Яйцо не просто собирает валиком, а засасывает со страшным звуком. А еще мощный пылесос хорош тем, что после влажной уборки пол практически сухой. Важный фактор, если вы сдуваете пылинки с паркетной доски стоимостью 10 тысяч за квадратный метр. После первой группы тестов контейнер выглядит ужасающе. Сейчас будет контент 18+. Пока дети убегают от экрана, нажмите лайк и подписку, а заодно можете подписаться на группу в ТГ, где я выкладываю первое впечатление о пылесосах еще до выхода обзоров. Ну а теперь, когда остались только люди со стойкой психикой, показываю контейнер. Вверху остатки кетчупа, смешанные с волосами, внизу омерзительная жижа. Хорошо, что колбу можно помыть под краном. Переходим к сухим загрязнениям, начиная с доширака, который сбросил со стола наглый кот. Вот в чем заключается преимущество высокого крыла. Пылесос не толкает макароны вперед, а загребает валиком и тут же заглатывает. Результат отличный, тем более, что раструб чистый. Еда отправилась прямо в контейнер. Макарошки с молоком и яйцом выглядят чертовски аппетитно. Брошу их на сковородку, только волосы повыбираю. Макароны смешались с молоком и яйцом. Часть этой смеси осталась на сетке, часть упала на дно контейнера. Нужно выбросить в унитаз и промыть колбу. Засохшее кофе тоже не доставило Редмонду проблем. На основное загрязнение понадобилось 3 прохода, но я помахал еще немного, чтобы вытереть окантовку. Теперь остается добавить только компьютерный блеск, как в рекламе. Пятна сока вызвали у пылесоса трудности. Ему как будто не хватает интенсивности смачивания, чтобы сразу размочить и удалить пятна. Для достижения приемлемого результата пришлось елозить валиком 10 раз. При отмывании кетчупа результат такой же, как и у других пылесосов. Лапа четко прилегает к полу, нормально оттирает загрязнение, но чтобы стенд стал белым, нужно отмахать по 40 раз на каждом участке. Такие загрязнения проще отмыть с помощью ведра и тряпки. Не стареющая классика.
Присохшую грязь Redmond убирает куда эффективнее. За 4 прохода собирает 99% загрязнения, но оставшийся процент в виде разводов придется отмывать еще долго, пока валик сам себя не промоет. В таких случаях проще сделать самоочистку на станции, а потом возобновить уборку с чистым инструментом. При работе с жидкостями валик успевает промыть себя по ходу уборки, он выглядит практически чистым. После возвращения на станцию пылесос в течение 20 секунд обеззараживает воду. Подготовка дезинфицирующего средства. Пожалуйста, подождите. А затем еще 3 минуты полощет валик, чередуя смачивание и просушку, после чего сообщает: Очистка завершена. Очистите бак для грязной воды. валик теперь как новенький, никаких следов кетчупа не осталось. Доширак-тест, яйцо и майонез никак не повлияли на состояние валика. Он выглядит чистым, и самоочистка не смогла ничего к этому добавить. Все и так отлично. Присохшее кофе оставило на валике коричневый налет, особенно по краям. Самоочистка сделала его заметно светлее, хотя местами коричневые следы остались. Но я бы все-таки сказал, что валик чистый, по сравнению с тем, как он выглядит после сока. Поверхность полностью рыжая. Самоочистка улучшила ситуацию, но без моющего средства идеального результата не достичь. Волокна окрасились. После кетчупа состояние валика такое же, как после сока. Он полностью рыжий. Самоочистка снизила интенсивность рыжего цвета, но результат далек от идеала. После таких загрязнений спасет только стирка в раковине. После грязевого теста валик заметно потемнел, но в процессе самоочистки большую часть грязи удалось смыть. Результат хороший. В целом, самоочистка у пылесоса реализована на высоком уровне. Он долго и основательно промывает свой рабочий инструмент и показывает максимум, чего можно добиться без моющего средства. Единственный минус – после самоочистки валик нужно ставить в органайзер или класть на батарею, потому что функции просушки у этой модели нет. Подведем итоги. Redmond VH1312. Пылесос с современной конструкцией и качественной сборкой. Он тихий и мощный. Основательно чистит ковер, отмывает стойкие загрязнения, при этом оставляет полы сухими, что может быть значимо для паркета. Но нужно учитывать и слабые места пылесоса. В первую очередь это низкая автономность. На уборку у вас только 22 минуты. Второй существенный недостаток. Нет просушки валика. Выполнять эту функцию придется собственноручно. По системе оценки Best Robot Redmond VH1312 набрал 68 баллов и занял 4-е место в рейтинге моющих пылесосов. Он будет максимально полезен в небольшой квартире с гладким полом и крупной собакой. Вытирать отпечатки лап и прилившие слюни, вытягивать песок из коврика – с этими задачами Redmond справится на ура. Актуальную версию all-time рейтинга выложу в телеграм-канале. Рекомендую туда заглянуть. А пока и до новых обзоров!